Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о 8 и 9 ноября. Поговорим о том, какую очень важную практику вам нужно провести для того, чтобы изменить свою судьбу к лучшему. Очень важная ценная информация, которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца. Прямо сейчас, друзья, ставим лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен, а кто ставит лайк, тому деньги приходят легко. Мы, друзья, отправляем вам на энергетическом плане. Итак, давайте поговорим о том, почему же 8 и 9 ноября будут достаточно мощными днями по энергетике. Во-первых, давайте поговорим о том, что у нас 8 ноября состоится лунное затмение и полнолуние. Лунное затмение пройдет с 12 часов 10 минут до 15 часов 49 минут по московскому времени. Но у нас в 14 часов 2 минуты еще и сменится фаза Луны, будет полнолуние. А это нам говорит о том, что в людях буквально будет кипеть энергия. Многие просто люди не будут знать, куда ее девать. Отсюда могут появляться разные конфликты, истерики и даже проявление физической агрессии. Поэтому постарайтесь 8 и 9 ноября смотреть на мир глазами человека, который любит этот мир и любит людей. Вы должны понимать, что полнолуние и лунное затмение будут сильно воздействовать на подсознание человека, на его душевное состояние и эмоции. Конечно же, в это время наш ум становится особенно уязвим. И, конечно же, человек очень любит притягивать к себе негатив. А это говорит о том, что может возрастать количество конфликтов и проявляться внутренние проблемы. Поэтому очень важно, кстати, в эти дни очень внимательно отнестись к своему сну, так как, возможно, при полной луне появляется бессонница. Также, к сожалению, есть люди, которые будут чувствовать ухудшение своего состояния. Поэтому самое важное здесь правило – осознанно относиться ко всему, что делается в этот период. Могут отмечаться и перепады настроения. При этом здесь человек улыбается, смеется, тут ни с того ни с сего уже ревет или закатывает истерики. Также у людей в это время будет значительно возрастать способность концентрации на сути проблем. Даже есть люди, у которых возникать будет в этот период ощущение переизбытка сил, которые стоит направлять на творческое и физическое развитие. Обращаем ваше внимание, что Луна отвечает за наше подсознание, за наши чувства и эмоции, поэтому ваши мысли могут материализоваться в период лунного затмения. И вы знаете, ввиду того, что будет очень достаточно много энергии, и она будет идти вот большим таким вот потоком из космоса, многие люди просто не будут знать, куда ее девать. И также обращаем ваше внимание, что вот именно в период 8-9 ноября много будет происходить очень неоднозначных событий, при этом в отдельности у каждого человека, в его семье, возможно, а также на уровне каждого государства и также планеты. Также обращаем ваше внимание, что мы с вами накануне очень важных и политических событий. Конечно, мы с вами договорились не говорить на тему политики в наших видео, но вы должны понимать, что 8-9 ноября, ввиду того, что очень много будет энергий, и вот те события, которые могут произойти, и они уже витают, возможно, даже некоторые люди прямо это видят, эти события, очень важно, чтобы вот в этот момент были мудрые люди у руля нашей планеты и в отдельности каждого государства, чтобы правильно повернуть ситуацию именно в мирное русло. Потому что вот сейчас происходит очень, знаете, вот такой вот дисбаланс между негативной энергией, которая, знаете, ее разрывает, и вот именно созидательной энергией, которая, знаете, вот как бы ей не было тяжело, но она все равно прорывается, она пытается показать нам, людям, путь, истинный путь,
путь, который... Есть люди, которые не хотят видеть, вот они зациклены на чем-то своем, и вот за теми событиями, которые происходят сейчас в тех или иных странах, в мире, они не видят вот что в реальности, то есть они не видят вот ту настоящую картинку. Мы, к сожалению, не можем вам озвучивать не те события, которые будут происходить в ближайшие полгода, год, но хотим вас попросить, чтобы, если вам это интересная тема, вы можете посмотреть у нас видео на канале, которое называется «Когда закончится этот ад», и мы там дали раскладку по событиям на самое ближайшее время и дали рекомендации и советы многим людям, что же им делать в той или иной ситуации. Видео достаточно сильное, возможно, оно длинное, но оно стоит того, чтобы его прослушать и дать послушать тем людям, которые считают, что оно действительно важно. Кроме того, друзья, мы в описании к этому видео, именно в названии, в описании, мы дадим ссылочку именно на это видео. Поэтому, если у вас есть желание, интерес, обязательно его посмотрите, потому что вы многие мысли, то есть многие эти события, которые начнут происходить, вы начнете понимать и видеть немножко по-другому. Но здесь очень важно, чтобы вы держали вот себя, знаете, в таком как спортивном таком тонусе, не переживали. Вот какие бы события ни происходили, живите той жизнью, знаете, созидайте, творите. Не нужно идти на, вот, знаете, на прорыв. Это сейчас ни к чему, просто-навсего, потому что не время сейчас правде. И сейчас заканчивается у нас с вами коридор затмений, но это не значит, что у нас сразу с вами все автоматически закончится. Нет, потому что мир так устроен, что он должен развиваться. Чтобы он развивался, должны создаваться определенные события, определенные посылы и вибрации. Также обращаем ваше внимание, что перемены будут, хотя бы даже потому, что если мы с вами посмотрим на карту, то мы увидим, что здесь у нас присутствует Уран, Сатурн, а это говорит о том, что мы должны отказываться от привычных вещей, от устоявшихся вещей, от той стабильности, к которой мы, возможно, привыкли, особенно стабильности, которая была до 24 февраля, ее уже не будет. Но вот здесь очень важное понимание того, что сейчас приходят важные перемены. И вот необходимо освободить вот место для свежей новой энергии. Не зацикливайте на том, что у вас сейчас происходит. Возможно, вам тяжело, возможно, у вас не хватает вам энергии, у вас не те отношения, которые, возможно, вы бы хотели и так далее. Отказывайтесь, убирайте, потому что время идет смыва, убирать, вырезать вот этот весь негатив, то, что не нужно. То есть это говорит о том, что вам не стоит идти далее с этими людьми. Они показали себя, вы их уже увидели, вот какие они есть. Не нужно к ним заново возвращаться. При этом обращайте ваше внимание, что многие люди хотят вернуться к каким-то определенным людям, обстоятельствам, к работе. Знаете для чего? Для того, чтобы пройти еще раз уроки. При этом люди, как правило, уже 2-3 раза проходили эти уроки, эти отношения. Не возвращайтесь, пожалуйста, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Это будет такой вот уже взрыв, который, знаете, придется из него очень долго выбираться. Поэтому обязательно в это время 7, 8, 9 убирайте все старое, все ненужное. Это касается и вещей, и предметов вашего быта. Не жалейте, наоборот, с радостью говорите, с чем вы прощаетесь. Например, у вас есть надбитая чашка, вот вы выбрасываете, говорите, я избавляюсь, например, от нищеты, или я избавляюсь от безденежья, я избавляюсь от того-то, я избавляюсь от ядовитых отношений и так далее. Друзья, 8 ноября обязательно примите ванну с солью, очистите свое тело, потому что соль очень хорошо вытягивает все вот ненужное, весь негатив и деструктивные энергии. Также 8 и 9 постарайтесь отказаться от любых расходов, которые, вот вы знаете, могут потерпеть. Например, вы планировали, вот у вас 8, 9, даже с 7 появилось желание, например, купить новый мобильный телефон. Ну вот появилось желание, с того ни сего. Подождите немножко, а там уже посмотрите, может даже быть скидки, бонусы на тот же самый телефон. Конечно, если мы говорим о продуктах питания, самое необходимое покупайте.
Также обязательно проводите практики различные. Вот те практики, как вот мы одну практику вам дадим, не бойтесь их проводить, потому что таким образом вот затмение и полнолуние — это вот хороший шанс изменить судьбу, для того, чтобы начать работу над собой, над своим миром, а также решить для себя, что для вас важно. И, друзья, 8 ноября у нас с вами полнолуние, а это достаточно мощный день, в который обязательно нужно загадывать желания, потому что во время полнолуния усиливается энергия Луны, открывается мощный поток энергии. И обращаем ваше внимание, следующая практика, она очень простая, и мы рекомендуем ее провести 8 или 9 числа. Можете 8 и 9, если у вас вот такая вот катастрофическая какая-то ситуация. Итак, берете щепоточки соли, лучше делать после захода солнца. Открываете окно и бросаете щепоточку соли в окно. И очень важно сказать 3 раза следующие слова. Как Луна со временем меняется, энергия в моей жизни обновляется. Полнолуние проходит, все беды от меня отводит своей солью. Закрепляю, все, что мне мешает, я отпускаю. Луна мне в жизни помогает и благополучие мне дарит, да будет так. Эта практика, она очень простая, но она поможет вам избавиться от деструктивных энергий, от негатива, от всего того, что мешает вам дальше двигаться, что немаловажно, направит вот тот мощный поток энергии на то, чтобы вы могли благополучно не только решить какие-то свои вопросы, но также появились и у вас интересные возможности, которые помогут вам в тех или иных сферах вашей жизни. Друзья, вот такие у нас с вами дни 8 и 9 ноября. Используйте с пользой для себя. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже, друзья, в следующем видео. Всех вам благ!